Всем привет! С вами Алекс Белов. И на канале У Белова дома очередной обзор музыкального центра Aiwa, модель NSX V50. Главное отличие этой модели в широкой линейке моделей музыкального центров фирмы Aiwa, ее предназначение это караоке. Соответственно, имеется два мини-джековых входа для подключения микрофона, регулировка режима эхо и уровня входного сигнала с микрофонов. Кроме того, для создания режима окружающего звука вместо одного высокочастотного динамика в акустических системах данного музыкального центра используется 3 динамика. И еще одна особенность, то что ее отличает от модели Aiwa NSX S3 пятерки. Здесь уже две кассетные деки имеют режим автореверса. Кроме того, здесь используются уже известные нам по предыдущей модели фиксированный режим эквалайзера, но здесь несколько расширенный. Это Disc Live Hall Rock Pop Classic, который возможно, конечно, уже благодаря новому построению акустических систем. Акустические системы выполнены из ДСП, фронтальная часть выполнена из пластика. Произведены также в Японии. Сопротивление низкочастотного динамика 6 Ом, динамиков окружающего звучания 16 Ом. Для подключения динамиков окружающего звучания используется вот такой вот шлейф четырехпроводный со специальным разъемом. Габариты модели Aiwa NSX V50 по высоте несколько ниже, буквально на 3 сантиметра, модели Aiwa NSX S3 пятерки. В данной модели корпус музыкального центра выполнен из листового металла, одевается как кожух, фронтальная панель пластиковая. Основной цвет преобладающий черный. На боковых гранях имеются вентиляционные отверстия. Задняя панель также имеет по всей поверхности вентиляционные отверстия. Слева имеется такой вот принт с наименованием модели SX NV50HR. Компакт-диск, стереокассет-ресивер. Также параметры питания. Произведено Токио, Япония. На левой стороне имеются разъемы на зажимах, на пружинках для подключения FM и SV антенн. Чуть ниже расположен RCA разъема для подключения внешнего источника сигнала с регулировкой уровня входного сигнала. Еще ниже специальные разъемы для подключения динамиков окружающего звука. Разъемы для подключения низкочастотного динамика акустических систем. И также имеется RCA разъем для подключения сабвуфера. Ну, в данном случае называется супервуфер. Используется вилка сетевого шнура евростандарта. Длина шнура порядка 2 метров. Внутреннее расположение модулей стандартно для музыкальных центров Aiwa.
На верхней грани музыкального центра имеется такое пластиковое окно. Фронтальная часть музыкального центра условно разбита на три части. Верхняя часть — это трехдисковый CD-ченчер с логотипом металлическим золотистым Aiwa. Есть кнопочки выбора непосредственно диска, выброса диска. Средняя часть, основная, это как бы ответственно за ресивер, усилитель эквалайзер. И также есть коммутатор источника сигнала и управление, кнопки управления двухкассетной декой и CD-ченджером. Индикатор в этом музыкальном центре достаточно информативен, но, правда, не настолько яркий. Управление использует стандартные кнопки. Кроме того, есть кнопка записи и синхронизации при записи на кассету с компакт-диска. В левой части имеется джек для подключения головных телефонов 6,2 мм. Кроме того, в этом музыкальном центре используется усилитель цифровым многоканальным декодером звука. Пульт дистанционного управления инфракрасный на настоящее время не сохранился, хотя имеется и окошко фотоприемника. Нижняя часть — это двухкассетная дека. Нажимаем на край крышки, открываются кассетоприемники. Так, кассеты у нас уже вставлены. Выбираем тейп, он уже выбран был. Запускаем. Ручка регулировки громкости. Большая ручка. Имеется еще светодиодная подсветка индикатора уровня. Чтобы играли там колокола. А чего я стал? Имеется поиск по паузам. Воспроизведение с компакт-диска. Мое окно опять защищено. При включении режима караоке, вот она сейчас выключена, включаем. Вокальная партия солиста, она как бы, уровень ее понижается. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем удачи, если какие-то имеются вопросы, задавайте. Постараюсь на них ответить и сделать соответствующий обзор. Всем удачи!